Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня очень интересная работа. Мы с вами вязали кокетку реглан. Я ее продолжила, связала росток. Показываю, как это делается. И просто в круговую связала наш основной узорчик. На спинке узор другой. Предлагаю посмотреть. Сегодня мы начинаем, вернее, сегодня мы продолжаем вязание. У нас есть кокетка реглан, очень красивым узором из очень красивых слонимских ниточек. Связали. Теперь определили маркером спинку. Я буду на спинке вязать. От маркера до маркера наша задача туда и обратно повязать несколько рядочков для создания ростка. Вот у меня тут ниточка осталась ровно по центру. Будем вязать росток. Я хочу немножечко изменить узор. То есть уже саму кофточку, кокетку-то мы связали, саму кофточку я хочу вязать полосками. Полосочка узор и просто столбики с одним накидом. Тут еще какой нюанс. Смотрите, здесь у нас нюанс такого плана, что нам необходимо вязать поворотными рядами. 2 воздушные петли мы сделали. И еще 1, 2, 3. Это у нас узор. Поворачиваем в обратную сторону. Помните по узору, что мы первый столбик пропускаем. Смотрите, что мы делаем. Изнаночными. С этой стороны это у нас изнанка. Вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3 воздушные петли. И там, где у нас столбик, вот у нас столбик, мы вяжем не расширение, вот как бы мы вязали новую петельку и так далее, а мы вяжем столбик с накидом. То есть здесь будет полосочка. 2 столбик, 3. И все столбики, которые у нас есть в этом узоре, мы провязываем столбики с одним накидом. То есть мы вяжем вертикальную полосочку столбиков, чередуя узор и столбики. Столбики мы вяжем как есть по факту. 2 столбика мы вяжем на воздушной арочке. 1, 2. 3 вяжем столбик. Теперь продолжаем узор. 1, 2, 3 воздушные петли разворачиваем, да? И 1 столбик пропускаем по узору, помните, да? 1, 2, 3, 4, 5. Столбик пропускаем. 1, 2, 3 воздушные петли. Там, где у нас столбик, вяжем столбик. Вот. Таким образом нам нужно связать наш узорчик. Узор мы вяжем узором, а второй узор заменяем столбиками с одним накидом. Попробуем, как что получится. Довязали до маркера. Не бойтесь, что мы вяжем рельефные столбики другими. Все красиво получается. На изнаночной стороне просто изнаночными. И довязываем 1, 2, 3. Там, где маркер стоит, вот сюда столбик с одним накидом. То есть мы заканчиваем точно так же, как и начинали. Вяжем 2 воздушные петли подъема. 1, 2, 3 воздушные петли узора. Поворачиваем вязание. Вяжем наш узорчик. Вот у нас было 5 столбиков, теперь будет 3. То есть узор мы продолжаем. С ним ничего другого делать мы не будем. Будем вязать просто узор по факту. 1, 2, 3. И вяжем просто столбики. Вот и все. Единственное, что может быть, да? Наверное, мы с вами так и сделаем. Мы, наверное, добавим 4 воздушную петельку в этом ряду, чтобы узор не тянулся. Он как-то не очень хорошо тянется. А в следующем ряду, когда у нас будет 1 столбик, мы добавим 5 и 5, чтобы у нас узорчик красиво ровно лег. А сейчас мы добавим 4 и 4.
Вот такое изменение надо сделать для того, чтобы узор, а то я чувствую, что тянется, не очень будет симпатично. То есть вот такая наша задача. Добавлять. Там, где у нас 5 столбиков, пусть будет 3. Там, где 3 столбика, 4 воздушные петли. И там, где 1 столбик, будет 5. И тогда будет хорошее, красивое равновесие в узоре. Я провязала 3 рядочка туда и обратно. Да? Вот. Узорчик наш сохранен. Теперь смотрите. Опять набираем. Вот у нас было 5 воздушных петель. Столбик 5 воздушных петель. Теперь 5 набираем 5 воздушных петель. И там, где у нас столбик, мы вяжем галочку, да? Три. Продолжаем узор, вяжем. Довязываем до конца. Набираем, если вам необходимо набрать какой-то объем, воздушные петли. Если объема хватает, то просто-напросто начинаем вязать наш узорчик. Провязали росток на спинке, 4 ряд. Теперь вяжем по узору 1, 2, 3 воздушные петли. И соединяем. Вот вторая половинка у нас здесь. Первый столбик мы не вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. То есть у нас это реглан. Одна сторона веерочков остается на стороне проймы. Вторая сторона, вот мы ее провязываем. Второй веерочек. Точно так же, как мы делали на спинке. Смотрите. Одну сторону веерочка, вот реглан. Одну сторону реглана мы оставляем на пройму, а вторую вяжем. Точно так же и впереди. Одну сторону мы оставляем реглана на пройму, а вторую вяжем. Вяжем по узору. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. И вяжем узор в том же порядке, на том же месте, как и на спиночке. То есть вот. Провязали 5 столбиков, 3 воздушные петли. Там, где у нас узорчик, мы вяжем столбик с одним накидом и вяжем ряд, вертикальную полосочку нашу, столбики с одним накидом, весь узорчик, чтобы получить такие же полоски вертикальные, как на спине. По желанию, конечно, вы можете на спинке, допустим, продолжить вертикальные полоски, а впереди продолжить узор центральный. Почему нет? Тоже как идея вполне себе возможно. Можно связать полосочки, как на спинке, а можно связать узор, как он у нас есть. Вот, в принципе, даже и интересная идея. Я думала впереди сделать полосочки, а с другой стороны можно впереди связать узорчик. Почему нет, да? Вот. Продолжить. А на спинке полосочки для разнообразия. Смотрите сами. Вот и все. То есть наша задача соединить 2 половиночки. Вот наша пройма получилась. Не маленькая, кстати говоря, пройма. Вот. Соединить половинки и вязать уже в круговую узорчик. Провязала я узорчиком все-таки. Думала полосочками или узорчиком. Связала узорчиком перед. Последние наши 5 столбиков, 3 воздушные петельки. Ищем нашу спинку. Вот она у нас. Соединяем. Вот она у нас. Спиночка. Соединили. Теперь наша задача, вот, 3 воздушные петли подъема делаем. И либо мы вяжем по кругу, либо поворотными рядами. Тут уже смотрите сами, как вам больше нравится. Так и вяжем. Продолжение узора, что в одну сторону, что в другую, вы знаете. Если мы вяжем
без поворота, значит мы вяжем еще 3 воздушные петли и наш узорчик. Как его вязать, мы знаем. Узорчик, полосочка. Если мы вяжем в обратную сторону, 3, 4, 5, 6, поворачиваем и вяжем узор на изнаночной стороне. То есть пропускаем один столбик и вяжем изнаночными рельефными столбиками. Это абсолютно несложно, но по желанию. Тут уже смотрите сами. Как вязать, абсолютно дело каждого из нас. Вяжем по кругу. Потом, после того, как провязали какое-то количество рядов, и вы решили, что к талии хочется сократить, вот на этих рядочках в этом узоре хорошо сокращать. То есть, смотрите, провязываем первый, последний, первый, второй, предпоследний и последний. По 2 вместе. Уже будет немножечко идти уменьшение. Вот, допустим, рядочков через 5 еще можно уменьшить. И уменьшать от кокетки к талии. Очень часто грудь хорошая, а талию нужно выделить. И тогда этот узор очень симпатично будет этому способствовать. Еще уменьшение можно сделать, если заменить крючок на немножко меньший. И если хотите сократить, то можно вот не 3 воздушные петельки вязать в узоре, а 2. Это тоже будет хорошее уменьшение на талии. А на бедрах опять увеличить. Вот такой небольшой секретик вам рассказала. Вяжем на ту длину, которую вам хочется вязать. Смотрим, что у нас получится. Я думаю, получится очень красиво. Вяжем, получаем удовольствие. Что у меня получилось? Вот такая красота. Вязала. Очень понравился узорчик. Рельефные столбики, и правда, они придают такой интересный объем, что простой, казалось бы, узор, а смотрится очень красиво, очень шикарно. Если захочется, я уже говорила, да, рукавчик связать, придумывать ничего не надо. Привязываем ниточку на пройме, и вот он наш узор, мы его просто продолжаем. Здесь ничего придумывать не нужно. Узор просто продолжаем, и рукавчик у вас уже будет готов. Что касается завершения, можно завершить в любом ряду. Я завершила в таком. Связала один полностью узорчик, а тот, который у нас идет в шахматном порядке, рельефные столбики провязала. 2 рядочка у меня. Все. Вот, что получилось на спинке. Как вариант. Можно связать вот таким образом. Узор тоже имеет место быть. Достаточно симпатичный. Можно и спинку провязать тем узором, который у нас есть. Мне было просто интересно поэкспериментировать. Попробовать другой узорчик. Да? То есть можно связать вот этот тоже интересный вертикальный узор. Как он вяжется, я показывала. Можно вязать и спинку, и перед одинаковым, красивым нашим нежным узором, который у нас изначально шел. Схемы у меня нет, к сожалению. Я никогда не жалею схем. Если они есть, я очень этому радуюсь и выставляю в сообществе. Но в данной работе схемы нет. Я нашла этот узор на просторах интернета. Я вязала по видео турецкой мастерицы. У нее другая задумка, но этот узор. И вот этот узор я вязала по движениям рук, поэтому схемы у меня нет. Конечно, что очень жалко. Но тем не менее, я надеюсь, что вам работа понравилась. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных идей, задумок. Будем вязать вместе. Пишите комментарии, это очень важно для меня. Пряжа у меня использована слонимская, нежная. В 4 ниточки я всегда вяжу, всегда. В 2 это очень тонко. До новых встреч!